Доброе, светлое, замечательное утро. Добро пожаловать. Добро пожаловать в мой красивый июньский сад. Розы – это товар скоропортящийся, и поэтому я спешу показать миру, какая красота меня окружает. Присоединяйтесь. Сегодня я покажу вам 3 шедевра в моем саду. Начнем с рамблера Перенниал Домино. Такая красота. Его называют новый король вертикального озеленения. Это на самом деле триумф последних лет. Селекционная компания Розентантау создала этот шедевр в 2020 году. Пожалуйста, не путайте со старым рамблером. Ничего общего. Нет-нет. В 2020 году этот сорт получил название «Золотая роза Баден-Баден». Вы, наверное, знаете, что существует так называемый сертификат качества АДР. Так вот, Перенниал Домино – это абсолютный чемпион в этом сертификате. Что это значит? Это значит, что он абсолютно неприхотлив, он абсолютно устойчив к болезням. Черная пятнистость, паутинный клещ, да? Дожди, выгорание на солнце. То есть он самый устойчивый из многих других. Ну вот у нас она 2-й год всего. Высота штамба, наверное, 1,40 м. Вот я 1,68 м, но он с цветками выше меня. Предполагается, что вот эти плети будут свисать до самого пола. Вы можете себе представить такой шедевр, такое облако? Да? Если вот плети будут свисать до самого низа. Ну, невероятная красота. Ну, он богат. Элегантность, стиль, классика. Это про него. Вот такие вот, ну, у нас стоит сильная жара, 37 градусов днем. Цветочки подсыхают. Не подсыхают, ну, конечно, вянут от такого солнца, да. Тем не менее, прекрасно видно. Вот такая маленькая чашечка, ярко-малиновый цвет. Вот такие кисти мы еще ждем с цветением. Здравствуйте, появились первые посетители. Очень рада, приветствую вас. Этот сорт сильно привлекает пчел, что очень похвально для Германии.
Ну, какой уход? Уход стандартный, да. Подкормка в апреле комплексным удобрением. В нем, конечно, большее содержание азота в апрельском для роста. Когда появились первые бутоны, как и все, как и всегда, мы я подкармливаю калий-фосфор плюс. У меня прекрасное удобрение, всем рекомендую. Калий, фосфор для пышного цветения, калий для защиты. Все, вот сейчас в сильную жару я, конечно, ее поливаю, потому что, ну, сами понимаете, 37, а ночью 21-22 – это тяжело. Растениям это очень тяжело. Аромат, ну, легкий аромат, не такой стойкий, как у ностальжи, я ей сегодня обязательно покажу. Не такой стойкий, но легкий аромат все-таки есть. Наверное, вам видно, что пчелы уже здесь. Новый король вертикального озеленения. Мне нравится это название. Как вы думаете? Ну, где ее используют? Вот она у меня на штамбе. Этим все сказано. То есть ничего большего она не требует у меня. Но ее используют как для вертикального озеленения, например, на арках, на заборах. Надо сказать, что эта роза переносит также и тень. И она и не обязательно должна жить на солнце. Ну и абсолютный чемпион в сертификате АДР. Да, это наша перенниал домино Рамблер. Посмотрим, мне очень интересно, что с ней будет на следующий год. Обрезка самая минимальная, она цветет на побегах прошлого года. Да, обрезку я делала только в середине куста, чтобы не загущалась середина, чтобы он хорошо зимовал. Укрытие укрываю я вот только штамп, агроволокном аккуратно окутываю. Макушку тоже накрываю агроволокном. У нас нет таких сильных морозов. Вам видно пчелку? Вам слышно, как птички чирикают? Тоже немножко укрываю агроволокном макушку. Ну, скорее от сильных ветров, чем, вот видите, она уже подсыхает на сильном солнце. Ну, что ж, как есть. Ну вот, это у нас перенниал домино. А меня не обрезали. Как я буду зимовать? Кто-то наш постоянный посетитель. А меня не обрезали. Как я буду зимовать? Нет, у нас нет таких морозов. Ей не страшен. Мороз, наш мороз. Мы живем в вулкан Айфель. А сейчас я приглашаю вас к еще одному чуду в нашем саду. Я делала ролик про него, про этот сорт розы. Вам видно? Этот сорт называется ностальжи от Розентантау, так же, как и перенниал домино. На самом деле в Германии две конкурирующие друг с другом фирмы, селекционные компании, ну не то что конкурирующие, а я им благодарна, они создали столько красивого, чем я наслаждаюсь. Вот эту красотку называют роза-хамелеон, потому что она вот такая двухцветная.
либо икона стиля, как вам? Роза аристократка. Это все про нее. Ну, почему? Потому что она двухцветная. У нее форма как бокал, да? Форма бокала, вот посмотрите, совершенно очевидно, двухцветная, по краям малиновый цвет, внутри вам тоже хочется ее назвать пломбир со взбитыми сливками. Мне вот очень хочется. Просто хамелеон, правильно. В 2011 году эта роза в Шотландии получила приз зрительских симпатий. Ее назвали «Лучшая из лучших». Я тоже так думаю. У нее нет сертификата качества. Я вам еще раз расскажу, что такое сертификат качества, кто не знает. АДР. Вот компания селекционная Кордес, они создали такой сертификат. Они завозят один и тот же сорт в совершенно разные края земли Германии и оставляют на 3-4 года, вообще ничего не делая. Вот просто забросили в дикие условия, в природные условия, без ухода, без опрыскиваний, без ухода. И наблюдают. Если появилась черная пятнистость, вот на ностальджи появилась черная пятнистость в один из годов, и ей сертификат не дали. Вот так вот жаль. Но посмотрите, какая прелесть, как можно было ей не дать сертификат, да? Ах. Листья, у нее особенные листья. Они вначале такие малиновые прям, даже листва является украшением. Вот, посмотрите. Сейчас они, конечно, позеленели листья, но от жары. Но на самом деле в начале вся листва была темно-малиновая. Вот видите, как вот бутон сначала, да? С малиновым кантом. И потом он раскрывается вот в такой бокал. Представляете? Ну, высота куста до метра. В прошлом году был сильный базальный побег, который в этом году цветет особенно богато. Выдерживает температуру зимой до минус 23. Почему ее назвали ностальджи? Ну, я прочитала, что потому что она напоминала Розентанталу селекционерам старинные ностальгические розы в викторианских, венецианских садах, да? И поэтому она напоминает старинные ностальгические розы, но у нее совершенно новый цвет, дерзкий, яркий, необычный. Такого в старину не было, поэтому модерн рядом с ретро. Про аромат. Не сказала про аромат. Невероятно нежный аромат. Вы мне верите? Невероятно нежный аромат. Фруктовый, легкий, ненавязчивый, очень стойкий. Вот по вечерам, если безветренно, вот в этом углу просто великолепный аромат, это правда. Стоять она, конечно, должна отдельно, потому что любое присутствие для кого-то ее оскорбляет.
эту икону стиля. Уход, он у меня на всех розах одинаковый. Ну, практически одинаковый, да. Это перенниал домино была флорибунда, но это тоже, просто она без знака качества, да. В апреле подкормка общая, комплексная, больше содержания азота. Вот такие вот у нее листья бордовые, вот, как новые побеги. Когда появились первые бутоны, я подкармливаю калий-фосфор плюс. Изумительные гранулы. Они отдают свою силу постепенно, не сразу. Давайте на солнце посмотрим. Наверное, не очень. А пробовали заваривать ее листья в чай? Нет, не пробовала. Нет, я не пробовала. Вам нравится вот мастер спирта D4? Вам нравится моя роза? Нравятся вам мои розы? Вам нравится мой сад? Нет, я не могу отойти, потому что я хозяйка. Я хозяйка этого сада. И отходить от этого куста не собираюсь. Спасибо вам, мастер, за комментарии, за присутствие. Не забудьте подписаться на канал. Ну да, меня тоже всегда раздражало вот это вот. Не забудьте подписаться. Ну, существуют свои законы в мире Ютуба, и мы не будем это менять. Правда, прелесть. Ну просто, правда, икона стиля, роза-аристократка. Вау, вау, вау. Спасибо вам, мастер, за поддержку. А что я еще не сказала? Высота куста, обрезка. Обрезка, как и все кустовые розы, на 4-5 почек снизу. Остальное вверх все срезаем. Слабые, погибшие, замерзшие или засохшие побеги, конечно же, отрезаем. Спасибо, мастер, вы поставили лайк. Большое вам спасибо. Пойдемте смотреть «Корсар». Или еще раз посмотрим перенниал домино. Пойдемте смотреть «Корсар». У нас страшная жара. Я просто очень боюсь, что мои розы к концу недели, жара еще будет стоять до конца недели, что они, потеряют свой лоск, потеряют свой вид. На самом деле это действительно очень скоропортящийся товар, друзья мои. А вот оно, огненное чудо в нашем саду. Солнце мешает. Вот так. Это Роуте Корсар, красный корсар. Селекционер Кордес и сыновья. Вот красный, вот сейчас получше, да? Вот это совершенно неприхотливый сорт. Знаете, говорят, посадил и забыл. Не понимаю, где находятся его корневища. Это вы про что? Простите. Я хочу, что это роза, шраб, полуплетистая, абсолютно неприхотливая. У нее тоже есть сертификат АДР. Вот видите, подсохли краешки. Да. Как жалко, потому что в прошлом году не было такой жары, и она стояла так долго. Потом отцвела, срезали все бутоны, и она дала второе цветение.
Называют ее неубиваемый солдат сада. Держит температуру до минус 29 градусов. Корневище росара. И я вам сейчас покажу. Вот смотрите, зайдем с другой стороны. Вот. Вам видно? Да, конечно, здесь веток многовато уже. Она у нас 4-й год. Вероятно, следующей весной я одну старую ветку вырежу. Да? А вот новый базальный побег, вот он, да, я пытаюсь его загнуть, потому что шрабы надо загибать. Когда они растут в таком под углом 45 или горизонтальном положении, они начинают давать вертикальные побеги. Вот этот весь горизонтальный побег должен быть на следующий год в вертикальных побегах. Экспериментируем, ждем. Такая желтая серединка. Они полумахровые, но в целом куст как огненный костер, как костер пламенный. Согласитесь, красиво. У меня много фото с этим. Мы называли эту розу королевой сада, но теперь Глории у меня нету. К сожалению, или не к сожалению. Раньше мы называли ее королева сада. А теперь у нас есть перениал домино и ностальджи. Нет, я люблю не только красные цветы, я люблю все цветы. Вот у каждой розы я посадила лаванду, она пока не цветет, потому что лавандовый запах отпугивает тлю. Ну, вот эту розу, эта роза в принципе совершенно неприхотлива. Кордес и сыновья, они, ребята, серьезные. У нас несколько сортов в саду. Она совершенно неприхотливая. Листья у нее от черной пятнистости не страдают. Мороз она выносит до минус 29. Влага ей не страшна. Единственное, конечно, вот эти вот ветра, ноябрьские у нас ветра, которые могут ветки, конечно, повредить. Удобрение, как всегда. Обрезка. Обрезка и формирование очень важны. Вот смотрите. Давайте сделаем вот так. Я вам покажу, какой куст. Вот. Вот такой куст по величине. Вот видите, я и он. Ну, я бы сказала, что он почти 2 метра. Хотя я обрезала его, то есть он вырос в этом сезоне минимум на 50 сантиметров вверх. Я формирую его правильно. Видите, я сделала его в виде веера. Вот кто оставляет один побег, то он, конечно, на конце немножко цветет, а весь остальной ствол голый. Нет, я его сформировала так, чтобы он был равномерно. Стеблей много, и он цветет равномерно. И выглядит как прекрасный, красивый огненный костер. У нас бы она не выдержала. У нас диапазон температур плюс 43, минус 40, конечно. Нет, если укрывать вот этот шраб, он один из самых выносливых, стойких. Если его хорошо укрывать зиму, возможно, он бы выжил. А западный Казахстан, ну, я не берусь, конечно, судить, но все-таки давайте коротко пройдем еще по моему саду. Во-первых, вот это вот у нас гортензия на штамбе скоро зацветет, набирает шапки уже, да.
Вот это у нас... Забыла, подождите. Клоненсбург. Клоненсбург, она очень интересная, она двухцветная. На ней привита и розовая, и красная ветка. Я вот вам сейчас покажу. Посмотрите, вот, например, да, вот она желтая пятнистость. Вот эта роза знака качества АДР не имеет. Поэтому я обрабатывала в этом году свои розы от черной пятнистости. Есть у меня ролик на канале. Кому это интересно, вот это Божья искра называется. Представляете, ее какое-то аббатство вывело. Все молодцы люди, а? Я их обожаю. Столько красоты дают миру, это же чудесно. И тоже лаванда рядом. Вот это у нас Гольд-Мари, тоже Кордес и сыновья. Я думаю, что это будет взрыв цвета, потому что эта плетистая, она пойдет на забор. Внизу вот тут почвопокровная еще и лаванда. Я думаю, что это сочетание самое удачное. Нет, я сама не прививаю, я покупаю готовые. Вот это китайский гибискус, тоже очень красиво. Звезда Ютуба. У меня много шортсов с ним. Пока не цветет, пока только выдает. Вот это метельчатая гортензия, 3 куста. Я ее в этом году обрезала совершенно по-другому. Она у меня должна быть маленьким деревцем. Подождите. А вот это гортензия метельчатая, сорт Диамант Руч. Пожалуйста, запомните, пожалуйста, приходите, я вам покажу, какое это чудо. Большие малиновые шапки до октября месяца. Это правда. Пойдемте посмотрим еще раз ностальжи и, по всей вероятности, будем прощаться. Ну, нет, все-таки. Икона стиля. Роза аристократка. Правда здорово? Пойдемте еще посмотрим Манстед Вуд, тоже звезда Ютуба. Она отцветает. Она уже первая волна отцветает, причем при жаре это происходит очень быстро. И вот когда сильная жара, у нее даже цвет меняется. Вот видите, все верхушки подгоревшие на солнце, потому что здесь солнцепек конкретный. Конопли? У меня нет конопли. Пойдемте еще здесь посмотрим на штамбовые розы. Вот это оранжи. У нас все открыто, весь дом открыт на все стороны, чтобы хоть немножко продувало, потому что невероятная жара. Оранжи, чайно-гибридная, на штамбе. Она интересна тем, что на ней привито 2 цвета, но желтая отцвела. А вот это флорибунда. Называется абракадабра или фэнтези. Такой у нее аромат. Вау, она как раз на входе в дом. Друзья, будем прощаться. Большое всем спасибо, кто был со мной, кто участвовал, сопереживал, давал советы. Пойдемте в дом пить чай с крыжовниковым вишневым вареньем и ароматными сушками. Пойдемте, пойдемте. Большое спасибо всем. Спасибо. Приходите в следующий раз. До свидания. Всего доброго.